Однажды в Италии Великая война Коза Ностры закончилась ее сокрушительным поражением. И некоторые считают, что виноват в нем только один человек – Томмазо Бушетта. О том, как он стал Доном Мазино, боссом двух миров, смотрите в предыдущих видеотрилогии. А здесь – как он заслужил и заслужил ли звание предатель. В прошлом ролике мы остановились на том, что на Сицилии разгорается настоящая война, которую развязал Сальваторе Риина, и как наш герой покинул поле боя и отправился в Бразилию, оставив бывшим соратникам самим разбираться с рвущимся к власти молодым корлеонцем. В марте 82-го у него родился сын Стефано, и Дон Мазино, которому уже за 50, вне себя от счастья. Ему звонят, его уговаривают включиться. В августе приезжает лично Гаэтано Бадаламенти. Бушетто отказывается наотрез. Он слишком много времени провел в тюрьме и хочет просто быть с семьей. Бадаламенти отказ принял, Риина нет. По сей день остается загадкой, почему он не убил Бушетто, пока тот еще был в Италии, и захотел убить, когда он уехал на другой конец света. А впрочем, неожиданно поменять решение на противоположное вполне в духе Короткого, который был последователен только в одном – неукротимом стремлении к абсолютной власти. Так что нейтралитета, за который так цеплялся Бушетто, было недостаточно. В той войне выживали, и то не всегда, только те, кто изначально был на стороне зверя Риины, или переметнулся к нему, как Микеле Греко, как Росарио Риккабона, как тот же Пиппо Кало по заказам Риины, уничтожавший членов семьи, в которой сам и был главой. На одном из допросов Кало процитирует сицилийскую поговорку: «Когда есть сила, неважно, кто прав». Кто тебе друг, видимо, тоже неважно, даже если этот друг давал кровь для твоего ребенка. Так что приказ Риины об убийстве сыновей Дона Мазино Кало выполнил. Антонио и Бенедетто пропали 11 сентября 1982 года. И нет никаких сомнений, что третий сын Доменика не исчез вместе с ними только потому, что находился не в Италии, а во Флориде. Это был самый страшный день в жизни Томмазо Бушетты. Хотя подробности стали известны много позже, что его детей больше нет в живых, он понял, как только ему сообщили об исчезновении. Понял, что через них корлеонцы пытались выйти на него, а значит, перед тем, как убить их, пытали. До конца своей жизни он будет жалеть о том, что парни не знали, где находится отец, и у них не было возможности предать его. И до конца жизни так и не поймет, за что на него так ополчились. А ведь это только начало. 26 декабря люди Риины расстреливают мужа дочери Бушетты Джузеппе и двоих племянников Орацио и Антонио. В этот же день в Бразилии исчезает навсегда Гамериньо, старший брат жены Кристины. Через 3 дня расстреляны брат Винченцо и его сын Бенни. Никто из них не имел абсолютно никакого отношения к делам Коза Ностры. Всех уничтожили только за то, что они были родственниками Бушетты. Причем, если у сыновей хотя бы пытались узнать информацию об отце, то по остальным полили, не задавая вопросов. От них не нужно было ничего, кроме смерти. Дон Мазино не был бы сицилийцем, если бы не попытался отомстить. Но попытка заказать убийство Кало провалится. Киллера самого пристрелят до того, как он приступит к выполнению заказа. Корлеонцы тоже времени не теряют. С целью убить Бушетту в феврале в Бразилию приезжает и селится в одном с ним доме Антонио Борделлино. Тут тоже что-то не задалось, приводить приговор в исполнение киллер не стал. Кто говорит не смог, кто что не захотел. А может, вообще приезжал не за этим, ведь вовсю идет освоение новых горизонтов наркотрафика, открываются кухни по очистке героина на Сицилии, обкатываются маршруты, налаживаются связи. В октябре 83-го Дон Мазино арестован бразильской полицией, он пытается подкупить судью, но безуспешно. Уж слишком много желающих поговорить с боссом двух миров по душам. Его экстрадиции добиваются Италии и США. Но взаимностью Бушетто не отвечает никому. В Бразилии его пытали, вырывали ногти, оставляли привязанным на палящем солнце, подключали электричество к зубам и гениталиям. Он не сказал ничего бразильцам, послал американцев, предупредил, что если приехавшие поговорить агенты из Италии попытаются приблизиться, он на них бросится. Промучившись 9 месяцев в июле 84-го, полиция Бразилии отдает упрямца на родину. Когда Бушетто узнал, что его все же отправят в Италию, он написал жене прощальное письмо. «Надеюсь, это последняя неприятность, которую я тебе причинил. Когда-нибудь ты поймешь. Я оставляю вас, потому что люблю». А по дороге в аэропорт принял каким-то образом раздобытый и спрятанный под ногтями стрихнин. Он не умер. История его спасения обросла кучей романтических подробностей, вроде того, что врача скорой помощи, отправившегося на свидание, в тот день подменял друг, специалист по ядам. Этот друг сразу все понял и дал человеку с 1000 жизней антидот.
В Википедии пишут, что к стрихнину нет противоядия. Но куда той Википедии против итальянского сенатора Пьетро Грасса, который утверждает, что Бушетту откачивали ядом курары. Во второй версии его, разумеется, обвиняли в симуляции. Дескать, умирать он вовсе не собирался, доза была безопасной. Ну, не знаю. Может, это и несложно рассчитать количество белого порошка почти в 2 раза ядовитее цианистого калия. Безопасная доза стрихнина для взрослого 1 мг, смертельная 1 мг на килограмм веса. Бушетто мужчина не мелкий, в то время килограммов, наверное, 90, округлим до простоты. Вы бы рискнули на глазок отмерить 1 мг и съесть его, зная, что 1/10 доля грамма – это уже смерть. Но непреложный факт лишь один – Дон Мазина остался жив. Он в глубоком кризисе, его семья по-прежнему в опасности, надежды своей смертью избавить их от преследования корлеонцев не сбылись. Когда 16 июля 1984 года полуживого Бушетту таки привезли в Италию, никто не ждал от него какой-то особо ценной информации. Ведь даже после убийства сыновей Дон Мазина молчал. Железным занавесом омерты, обета молчания, было наглухо зашторено все, что касается мафии. Никто извне не то что не знал ее боссов, не знали, как она устроена, на каком языке общается, не знали даже названия Коза Ностра. Некоторые считали, что мафии попросту нет. Если бы это видео делалось тогда, оно уложилось бы в 2 строчки. Кажется, в Италии есть организованная преступность, но это не точно. А тем временем на Сицилии продолжается уничтожение членов проигравших кланов и их близких. Говорят, Риина положил для мальчиков из враждебных семей возрастной предел выживания в 6 лет. Говорят, Пино Греко по кличке Скорпуцедо, штатный киллер Риины, добивая 17-летнего сына босса Инзерилла, сказал, что от этой семьи не должно остаться даже семени. Не пройдет и 3 лет, как от Скорпуцеды тоже не останется семени. Он получит свою пулю и тоже в затылок. Как и любой диктатор, Риина не любит слишком инициативных. Как много лет спустя, рассказала Кристина Гимараиш, решение нарушить кодекс тишины было самым сложным в жизни ее мужа. Не только из-за данной преступления в семью клятвы, которая до сих пор была для него священной, но и потому, что Бушетто знал о судьбе предыдущего отступника. По показаниям Леонардо Витали, племянника босса и командира «десятки», были арестованы 40 человек, а потом отпущены все, кроме дяди Витали и его самого. Его признали умалишенным, упрятали в сумасшедший дом для уголовников, а когда через 6 лет он вышел, оттуда застрелили. Так что Томмазо Бушетто уверен, что будет убит. Но он не боится смерти, он уже согласился расстаться с жизнью ради своей семьи, когда принял яд. Просто теперь он сбрасывает со счетов свои долги перед Коза Нострой, ведь чести у ее людей больше нет, и предъявляет к ней свой счет. Дон Мазина хочет не просто мести тем, кто причинил зло лично ему, он хочет уничтожить кровавого монстра, который возник на месте той Коза Ностры, в которую он верил, вместе с теми, кто этого монстра породил. И он заявляет, что будет говорить с судьей Фальконе. После Бушетты мафиози, пошедших на сотрудничество, станет много. И почти все они будут объяснять это тем, что раскаялись, одумались, осознали и стали совсем другими людьми. Босс двух миров никогда не каялся и до конца стоял на том, что он мафиози и им останется. Выгораживать себя не пытался, скидок не просил. В деле проходил не свидетелем, а обвиняемым. Его единственным условием была гарантия безопасности жене и детям. Их спрятали в Штатах под охраной по программе защиты свидетелей, и Дон Мазина начал говорить. Показания Бушетто не были обычным эпизодом из жизни следственного отдела, пары листков протокола и стопки других таких же. Несколько месяцев, почти непрерывных рассказов под запись, взаимоотношения, организация, внешние связи, планы, география, тысячи подробностей, сотни имен, десятки эпизодов. Безо всякого преувеличения, это была настоящая летопись сицилийской мафии. И эта летопись была атомной бомбой. По показаниям Бушетты, 29 сентября 1984-го проведен блиц в Сан-Микеле. За одну ночь выдано 366 ордеров на арест. По тем временам их даже распечатать непросто. Судья, который был ни сном, ни духом, и которого в 3 часа ночи вытащили из постели и привезли в кабинет подписывать ордера, очень недоволен. Но нужно спешить, есть шанс, что в готовящемся к выходу номере газеты будет слив информации об операции. 2/3 подозреваемых арестованы, все отправлены под стражу в далекие от Сицилии регионы. Итальянское государство наконец явилось на войну. Пример Бушетты оказался заразительным. После разговора с ним другой мафиози Сальваторе Конторно подключается к делу.
И меньше чем через месяц проводится еще один блиц. 127 человек отправляются под арест. Это реальная война, мафия огрызается. 12 ноября убит мафиози Сальваторе Ансельмо за сотрудничество с юстицией. Через 2 дня его брат за то же. 2 декабря Леонардо Витали, тот самый первый Пентита. А 5 декабря Пьетро Бузетта, ничего не знавший о мафии, никому не сделавший зла, обычный трудяга преклонных лет. Виноватый только в том, что женился на сестре Бушетта Серафине. За это Серафина брата прокляла и отреклась от его фамилии. Хотя скорее не за это, а потому что никак иначе она не могла бы спасти своего сына Джованни. Серафина простит своего братишку, но обозленный гибелью отца Джованни не позволит матери об этом сказать. Потом он горько пожалеет, даже на смертном одре Серафина звала Мазина, но сам Бушетта ничего об этом так и не узнал. Тем временем Рии немало отстрела коллаборантов и их родственников. В попытке остановить репрессии он пускает в ход откровенный терроризм. Массовые убийства на площади Скаффа, расстреляны 8 скотоводов, купивших без согласия Ирины 2 десятка жеребят. 23 декабря подрыв скорого поезда, 17 погибших и почти 3 сотни раненых. После убийства нескольких полицейских из команды «Антимафия» прячут в коттедже при тюрьме Азинара комиссаров Фальконе и Барселина с семьями. Томмазо Бушетта тоже уже несколько месяцев находится в тюремной камере, только так Италия может обеспечить его безопасность. Может, оно и к лучшему, по крайней мере, это бесплатно. Тем же Фальконе и Барселина свои проживания и охрану пришлось оплатить. Ну а в Америке уже есть программа защиты свидетелей, и там тоже очень хотят побеседовать со знатоком мафиозных дел. Так что едва закончился его марафон с Фальконе, в начале 85-го босса двух миров экстрадируют в Соединенные Штаты. Там он тоже живет в условиях строжайшей секретности. Никто, кроме его охраны, не знает, где он, даже жена. Он суперценный свидетель, дает информацию и помогает расшифровать записи подслушанных разговоров итало-американцев, замешанных в наркотрафике. Даже следователи, когда они хотят поговорить с ним, привозят в машине с тонированными стеклами, чтобы не видели дорогу. Теперь, правда, это не тюремная камера, а загородный дом, но курорт так себе. Дальше двора выходить нельзя, по-английски он не говорит. Развлекается тем, что готовит для охранников блюда итальянской кухни. А тем временем в Италии готовятся к решающему бою, и это не фигура речи. Никто, даже судьи, не знает, кто победит. А процесс предстоит грандиозный, под следствием 707 человек. На территории тюрьмы Лучордоне начинают возводить зал судебных заседаний, способный вместить такую толпу. И это настоящая стройка века. 120 человек работают с 6 утра до 10 вечера каждый день, включая воскресенье. Для Италии режим совершенно невероятный. Здание построено всего за 6 месяцев и сразу же получило название «Бункер». В нем пуленепробиваемые окна, бронированные двери, стены и потолок способны выдержать ракетный удар. Пятиугольный зал заседаний сразу же получает название «Звездолет», а миссия, которую он должен доставить к сияющим вершинам правосудия – Макси-процесс. Макси-процесс – едва ли не самый знаменитый суд после Нюрнберга. На его открытии 12 февраля 1986 года присутствовали 300 обвиняемых, 200 адвокатов, 600 журналистов, 3000 охранников. О нем писали книги и снимали фильмы, а гвоздь программы – Его Величество Предатель. Его появление на арене другие мафиози ждут как голодные звери крови. Чтобы лично сказать ему все, что хочется, на очную ставку записалась целая очередь. И первый Пипо Кало. Бывший друг и злейший враг, которого Бушетта винит в том, что он не попытался спасти его сыновей, когда Рина выносил им приговор. Бушетта еще не все знает. Только через несколько лет другой покаявшийся мафиози Сальваторе Кончеми расскажет, что одного из парней Кало душил собственными руками, причем выбрал того, который больше похож на отца. Впрочем, на этой очной ставке Бушетта и так отправил Кало в такой глубокий нокаут, что очередь желающих выйти к нему на ринг рассосалась мгновенно. Никто из мафиози больше не соглашался на спарринг с таким противником, так что предатель вернулся обратно в Штаты досрочно. Многочисленные подсудимые отрывались на остальных коллаборантов, но те выстояли. Никто не отказался от показаний, и первая стадия Макси-процесса завершилась победой правосудия. После 20 месяцев слушаний судьи удалились для принятия решения. Они совещались в полной изоляции от остального мира 35 дней. И 16 декабря 1987 года был оглашен приговор Коза Ностре. 346 человек приговорено, из них 19 пожизненно, в том числе Джузеппе Кало и Сальваторе Рина, последний, к сожалению, заочно. Впереди еще вторая инстанция, когда все снова чуть было не рухнет, потом решающий бой в кассации, где показания Бушетты снова окажутся заслуживающими доверия.
И уже неоспоримое подтверждение первоначального жесткого решения. Тем временем босс двух миров рассчитывается по долгам перед американской юстицией. На его показаниях построена большая часть процесса Pizza Connection, разрушившего канал поставки наркотиков в Сицилии. Взамен он и его семья получают американское гражданство и пожизненную защиту. Они никогда не смогут жить открыто. Им нельзя оставаться на одном месте больше года, нельзя посещать людные места, нельзя сближаться с кем-то, кроме охраны. На вопрос учительницы очередной школы «Как тебя зовут?» дети отвечают: «Подождите, я спрошу у мамы». Они просто не успевают запомнить меняющиеся каждый раз имена. Зато хорошо усвоили, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть фамилию Бушетта, и это поставит под угрозу всю семью. Дочь Лиза много лет спустя на съемках документального фильма об отце сознается, что впервые в жизни произносит слово «Бушетта». Бушетта. Mai, fino a oggi. И дается оно ей с большим трудом. Сам Дон Мазино, всем известный великий босс двух миров, превратился в господина никто. Ему нельзя работать, нельзя общаться. Гордый сицилиец, привыкший жить на широкую ногу, вынужден мириться с тем, что его принцесса занимается в похоронном бюро продажей гробов на дому и кормит семью. Он пытается поддерживать в доме сицилийские традиции, но это нелегко. Для детей, отвыкших от него за годы отсутствия, он не авторитет. Так что все, что ему остается, делиться рецептами итальянской кухни с охраной. И еще интервью, но не всем подряд, только тщательно проверенным журналистам и в обстановке строжайшей секретности. Их было немного, но одно из таких интервью увидел младший сын Бушетты, Стефано. И хотя лицо героя было в тени, по рукам и голосу он узнал отца. И узнал, что отец убивал людей. Риск быть узнанным есть всегда. Все в семье знают, что если отец сказал «уходим», где бы они ни находились и что бы ни делали, вариант только один – как можно быстрее и как можно незаметнее исчезнуть. И навык этот не раз отрабатывался в боевых условиях. Однажды, когда Бушетта выступал в процессе по делу Андреотти, они позволили себе круиз. Совершенно случайно. На том же лайнере оказался журналист при полном вооружении, который, разумеется, тоже случайно их узнал и беспрерывно фотографировал, пока объектов охоты не эвакуировали полицейским катером, сняв с корабля прямо в открытом море. Журналист этот, к слову сказать, потом получил срок за участие в коррупционных схемах, заявил, что оказал сеньору Бушетто услугу, буквально спас от смерти. Ведь его могли узнать и другие, а мафия, как известно, ничего и никогда не забывает. Это правда не забывает. И Дон Мазино и сам прекрасно об этом осведомлен. Одна из самых больших неожиданностей в его жизни – то, что умрет не от рук палача Коза Ностры, а от болезни в почтенном возрасте в кругу семьи. А пока сможет, будет выходить по ночам на крышу с ружьем, чтобы мстители не смогли до них добраться. Томмазо Бушетто умер 2 апреля 2000 года. Его семья по-прежнему вынуждена скрываться, данные о них закрыты. Ничего не известно о старших детях, дочери Фелисии и сыне Доменико. Возможно, они живут во Флориде. Нет никаких данных о 2 других дочерях, Алессандре и Лизе. Стефано, самый младший, разбился на мотоцикле. Роберто живет под чужим именем, служил в Афганистане. Вдова Кристина никогда не выходила замуж, живет одна. В 2015 году в документальном фильме о Томмазо Бушетте Кристина и Лиза снялись с открытыми лицами. Роберто, фактически единственный наследник Дона Мазино, согласился показать только глаза. «Мафия не прощает», — объяснил он свою осторожность. Энцо Бьяджи, знаменитый журналист, взявший у Томмазо Бушетто телеинтервью, задал ему вопрос: «Если бы вы могли начать жизнь сначала, хотели бы вы что-то в ней изменить?» Дон Мазино ответил, что он никогда не вступил бы в мафию, если бы это было возможно. Однажды в Италии.